Billerin kurduğum beyiga bögeler bit, bılır kattan sılgı, ınak süyönü yerinden jarıktanar, boltan altan ağan oloror, ayına bahani teğayar, urağın kaysağa ucordara bollaktar. Olar әрі бүкәмгідлі қаған қанттан сағаламыт омук болар бұ кемеғады білбәккі қаллаға. Чинчер жону иіттаққа әтәлләр арас. Ona мәккөе барбаққа. Олонқо ота күн сирін көрбүдін туғынан ағыз силақ сағалақ орто тұттойттуға айылған өске әмін. Мы приступили к снижению. Если вы пользовались ручной гладью во время полета, поместите ее под сиденье впереди стоящего кресла или на багажную полку. Просим вас перевести спинки кресел в вертикальное положение, опустить подлокотники, застегнуть и затянуть ремни безопасности. Саха-Якутия – это единственная республика в составе России, которая имеет независимую киноиндустрию. Я родился здесь, в семье отца армянина и матери Саха. 10 лет назад, покинув Якутию, я отправился изучать кино в Санкт-Петербург. И вот после долгого перерыва я возвращаюсь домой, чтобы попробовать понять истоки якутского кино. Почему вот якутское кино вот сегодня обрело такой интерес, да, на Западе и больших городах, потому что мы все, вот все люди, человеки, да, мы все вышли из языческой культуры, все народы, имеющие сегодня буддизм, там, ислам, там, православие, они в своем этапе развития, возникновения как народ, они все прошли этап языческой культуры, да, тех традиций, обычаев того времени. Поэтому это все в генах живет, несмотря на то, что они приняли другую религию, да, можно сказать.
Я хотел создать такой фильм, где показать народу забытые наши традиции, обычаи, культуру, верования, да, чтобы это сыграло на каком-то генетическом уровне. Вот. И мы придумали такой фильм, где вот эти обряды, ритуалы показываются как бы с рождения ребенка до его смерти, да, до ухода в другой мир. Алексей Пудов, кадр 1. Когда мы говорим о якутском кино и присутствии якутской природной составляющей, лес и так далее, вот это определенные архетипические образы. Вот когда мы говорим о малой родине, ну, средней полосе России, там вспоминаем полянку, березку, ну, и еще что-то там, покосившийся, может быть, деревянный домик, да, с треугольной крышей, то для якутов архетипическими образами, которые можно застать до сих пор, выезжая за пределы городов, это так называемое якутское поле, называется Алас. Это классический такой образец якутского ландшафта. Эбинки таласка бар эмие хороту түгенете. Болон қоғырдақ тойду тугараян. Манна бүгөлер биттіннара ихиллер гадылы. Ураты кере, дикто сторую дойду тугар. Аянныларгар миген хууннар бака халларан барықтар еден. Күн бүгінігер дылы. Хассыр да диксине хуктабын. В якутском мировоззрении связь между человеком и природой очень близкая. Они одухотворяют окружающую природу. Как правило, в традиционном обществе это обязательно было присутствие рядом леса, речки, озера. И у каждого, у этого объекта, даже камня, присутствует душа. Ну, она называется ичи. По-якутски вот как раз это символизирует нечто, имеющее душу. Чумпуту, учумпуна хараста, öhünnän kahınnan aymama. Ürütten baradastara hıllar. Ürünü büyüha takhana, barayıv gana baratın büyüha. Körele, küyev kıdımit dürüp, küyev tağlar kahandağını, kuağını sanabat, kuağını sanarbat bu. Уехал из Якутии в Питер.
И тогда я начал смотреть на нее совершенно по-другому, иначе. Начался этот кинобум якутский еще до того, как я уехал. Уже находясь в Питере, я начал создавать программы якутских фильмов. И тогда я понял, что Якутия — это такая моя утопия внутри головы. Тот воображаемый образ, к который я всегда возвращаюсь, когда думаю о чем-то, чтобы себя успокоить. Вот видите, все-таки это место силы. Да, ну, фан конфликта возник из-за того, что у меня как-то biracial тема. Во мне одно борется с другим. Природа Армении совершенно другая. Да, конечно, конечно. И общение совершенно другое. И я же чувствовал, мне просто повезло, я жил в Тате, кстати. И... Какой хороший район. Да. Там столько личностей известных, Да. такой интеллектуальный ландшафт. Поэтому вы вот именно напитались этими. Поэтому сейчас, мне кажется, все, что у вас уже есть, немножечко вы так это самое декорировали, и таким состоялись. Вы знаете, я больше вообще в якутских фильмах вижу стиль притчивости. Не у всех, но я вижу эту притчивость. А если мы говорим о притчивости, то для меня очень важен герой, путник в этой жизни. Вот. И он может быть разным, этот путник. Когда-то образ путника был намечен в фильмах Романова, затем он очень хорошо смотрится в фильмах Сергея Потапова. Сейчас я вижу, что это и у Давыдова. Вот. Я вообще вот эти вот... Понимаете, путник не то, что вот идет путник. Я имею в виду человека, у которого есть путь. Есть своя жизненная стратегия, и жизненные стратегии бывают разные, но мы этого путника обобщаем до какой-то метафоры. Но в этом и сила. В этом и сила якутского кинематографа. Ему есть что сказать. Народ, который живет на вечной мерзлоте, живет в экстремальных условиях, должен
явить миру свои истории и модели вообще вот адаптации в этом холодном мире. И вот, знаете, очень хорошо показывает наш кинематограф вот эту адаптивность. Она в чем проявляется? Она проявляется в том, что каждый режиссер рассказывает свою историю, но сила этой истории или сила этого фильма в том, что он все равно будет обращаться к своей культуре. Можно вот так руки делать. Планировку дома, где будет. А вы будете прямо устроить полностью? Нет, мы будем наполнять дом, зачищать его, а потом наполнять. А будут декорации в Карине построенные, павильон, что такое, или все внутри? Мы снимаем в Алёпинске. Во дворе-то построим. Во дворе мы будем строить некие декорации. Короче, будем строить, что-то будем подкрашивать. Марьяна, расскажи, Да. чем Мария известна? Мария Макарова известна тем, что она единственная из актрис Якутии, которая фильм с ее участием которой продается на Netflix. О, что за фильм? Река Балабанова. Вообще я считаю, что любовь, присутствует огромная любовь к своей культуре во всех сферах направлений, будь то творчество, будь то спорта, будь то любого направления культуры. И, конечно же, это чувство патриотизма. В целом в творческой среде существует негласное понимание того, что мы друг другу практически родственники, наверное. Возможно, это маленький город, возможно, это ментальность, возможно, это то, что называется, что малое количество людей занимается любимым единым делом. Эта идея всех людей, конечно же, сплачивает вокруг себя и объединяет. Всех людей, всех ребят, которые снимают якутское кино, мне кажется, волнует одна тема. Это наша природа. Что с ней станет, что с ней будет. Очень сильна связь якутского человека с природой. Мы очень бережно относимся к ней. Мы очень уважительно относимся к ней. И многие
конечно же, видит, как природа наша, возможно, плачет. Это урбанизация, это большие фабрики, большие дела, большие деньги. И это многих, конечно, волнует. И не только нас, я скажу, это волнует многих по всему миру. Tuohti такой дура варе. О, только мне хёка варе. Ой, хүйдөкини. Туй. Баарынан туранны. Туда бааралик. Ай, сені теңге болу. Бағар қораққа кейде ардық бол. Bir korakçı taklit eti bol hacaktık. Оня. Атылық. Бейі көмелес бедақ бітті, оны кем көмелесі. Asım bağırıq bıdı. Знаешь, какой мой зритель? Он работящий. И я подстраиваюсь под его время. Если раньше мы прокатывали по селам, по деревням, я подстраивалась, и мы отправляли такой некий караванчик. Люди ездили, показывали фильмы за деньги, естественно, да? Потому что кинотеатров таковых больших тогда не было, и по селам обычно собирали. Но я поняла, что мы должны ставить сеансы только после вечернего удоя. Ты представляешь? И я подстраивалась под это время. Если до удоя ты поставишь или во время удоя, люди не придут, потому что люди будут доить корову. Почему-то я думал, что они едут. Снимаем экстерьеры, потом мы снимем интерьеры, а потом уже все выставим для... Сначала мы пишем интервью и сначала... Сейчас начнет народ собирать. Пока поснимайте, мы тогда пойдем покурим. Да. Девочки, со мной пойдем. kellingan wanna jago min kelen turabun wanna mammijen tulla qaygaqta qara görbütten baraka tuluyut qaygaqta qara görbütten noqtoloq toyun sürak bitten neren nerki bolup Знания, которые дает нам мир, да? Знания, которые нам дает школа, вуз, другие престижные школы и учебные заведения, оно не дает такую суперспособность, как умение слушать Аланхо. А почему это умение так важно? Мне кажется, это для каждого народа оно есть, да? Свой эпос, который хочется передавать, через который ты получаешь состояние людей того времени. То состояние умения слушать, наблюдать, видеть. Üher doyularga ügen sültan atahan koyduğun rebet
Үтерін күмбітін берді күді тағарыйда. Halamay man kümet arılıççı tıgarın yördü hanılardan hügen süktün körden herabe ay matan asye yerköt Уруй тоску болоқтон. Должен понимать суть через слово, да, и это проникает. В первый раз, когда я слушала, закрытыми глазами слушала, когда я открывала глаза, я теряла нить, то есть я не понимала. Второй раз, когда я слушала, я поняла, что я уже понимаю с открытыми глазами. В третий раз я уже поняла, что я могу что-то делать, но не отключаться от исполнения ланха. То есть это такой навык, как бег, как тренировка. Это то, что у нас идет от поколения в поколение. Это самые наши древние знания нашего народа, которые впитались через наших аламхасутов. То, что в якутской культуре сейчас идет расцвет якутского кино, это факт. Но я всегда осторожно смотрю. И я всегда говорю, что если так дело дальше пойдет, там лет через 20, через 10 все это утухнет. Поэтому я всегда говорю, что нам не надо вот ограничиваться, делать кино для себя, у себя, для себя. Нам надо все-таки воспринимать себя частью мирового кино и работать в таком контексте. И это, во-первых, будет ответственность, потому что ты понимаешь, что ты делаешь не любительский какой-то локальный проект, а тебе надо работать на том же уровне, на котором работает весь мир.
Амга — это то место, где я родился, где я живу, и откуда я пока не хочу уезжать, потому что я думаю, что я нужен здесь, и мне здесь интересно. И у меня будет больше шансов раскрыться, как-то жить полной жизнью именно здесь, а не в Москве, куда меня постоянно там отправляют. Все спрашивают, почему я там не уезжаю, да? Ну, потому что это как бы мой дом. И мне очень удобно здесь находиться. Здесь все мои друзья, все знакомые, поэтому как-то вот другого места пока для себя не вижу. Многие люди блуждают, ищут, и даже не могут найти себя. А знаешь, почему трудно им? Потому что они стали забывать свой родной язык. И это проблема человечества, всего человечества. Конечно, малых национальностей тоже, в первую очередь. И мы должны записывать,
треки, мы должны снять, мы должны классные спектакли ставить, мы должны классную музыку писать, стихи, драму, ну, все-все. Все, что касается вот, языка. И хотя бы пусть это в каком-то цифровом варианте, да, пусть остается. Когда-нибудь вот это все возвратится. И человек тогда найдет спасение свое. Илья, расскажи-ка тете, как мы в лес ездили. Утром тут недалеко ездили и себе взяли. Вот как-то так. Раньше еще сильнее было. Иди, тетя, расскажи, как в школе учишься, как с друзьями играешь. Петя учится в другой школе, но я с ним играю. И еще есть Филипп, но он болеет. Тарас! Вот нам все говорят, типа, Вова, почему ты не провел обряд, почему ты не поблагодарил природу перед тем, как пойти и снимать фильм. Я думаю об этом. Имею ли вообще право это делать? Я же не совсем всю свою жизнь находился здесь и не совсем знаю своих предков, свои корни. Не будет ли для меня это каким-то дурацким цирком? Нет, не будет. Любая просьба. Где твои корни? Дойдет до них. Не будет кто-то, это не клоунство, ты просто поверь, покорми дедушку, покорми землю, возле березы подойди. И свои мысли расскажи от чистого сердца. Даже я везде, в разных странах приезжаю и начинаю нюхать землю, как пахнет. В Лондоне очень терпкий запах земли, да? А в Венгрии очень сладкий. А у нас, когда я после тура прилетела и стала сразу нюхать свою землю, и он такой нежный запах, такой нежный запах. Поэтому я всегда, где мои ответственные концерты или там показ спектакля, я всегда обращаюсь к местным силам. А какой запах в Москве? В Москве запах песка. Ну, торфом пахнет.
Сейчас пришел период, когда мы вот 30 лет снимаем свое кино, да, и теперь еще мы должны осмыслить его как раз-таки вот в текстовом формате, да. Мне самой очень интересно прослеживать процесс по сюжетам. Сейчас вот я пришла к этой мысли, что какие же образы, какие сюжеты были тогда и сейчас, вот сравнить бы это все. Почему? Потому что это очень сильно, вот эти вот символы, коды, вообще образы, они же как бы отражаются, то есть общество отражается вот в кино. То общество, того периода, современное общество, вот тоже. То есть по этим фильмам можно делать вот как анализ. Пойдем-ка, Дедова. А ну? Это нормально буквально, да? Болур. Атырыбыз болуқтыр. Болуқтыр. Хады bir kileyen kelle bağla. Matta ki tehera şov olurlar. Болар бұлар, да. Своего рода свобода, сознание, да? Мы должны вот к этому прийти, что то, что мы делаем, мы же не должны с оглядкой на кого-то там, на большого брата или на еще кого-то, да? Вот мы делаем, как нас оценят. Просто для себя, если мы делаем, это же есть свобода. И когда ты это делаешь, оно получается настоящим, когда есть именно вот свобода творчества. И на самом деле якутское кино, вот я точно могу сказать, что оно было изначально свободным, от всякой цензуры, от всякого там контроля, потому что мы же не брали какие-то деньги государственные и так далее. Мы же сами снимали на свои средства, на свои эти, да. Поэтому чистая свобода, она как раз-таки вот творчеству помогла нашему развиться, мне кажется. Ante man ko ko kan kali khambar pakunda. Man kalam tuuna wani. Ha? Wanna qanna la ruqna wanna. Min jiber olur. Lebelar garkum ne? Kerjet. الشجي ايه هو بيدم شويه انت ودي دغر هوتا هورامت من وقت صوت ابو تقبنا подружка пандересе бар بالبكا да التاخبن
5 ıtaqpın, 3 belaqpın. Haydar? الفخذ ده. Пчела летает. Здравствуйте. Это охрана ваша. Как нам в Алёкинск попасть? У нас билет отменились. На какое число? Свет? На 25. На 25. Да. Да, давайте, да. 26-го есть нам нужен? Нет, нам нужно 25-го. А там нет такого будет? Перевод нам есть. Подождите, а 24-го есть билеты? Только 26-го? Вот, 26-го. А есть частные какие-то доставщики? Надо... А вы не подскажете, а бывают же какие-то частные? Каждый год мы с семьей отправлялись в путешествие по реке, чтобы увидеться с родственниками в разных уголках республики, где пройдет Исэх, главный праздник народа Саха, в центре которого эпос Олонхо.
Otlar sebep olur bari bir tanlar tanıha sideri verenden biteri. Я говорю о том, что в якутском эпосе, как ни в одном эпосе в мире, монтаж. То есть и сериал, и все измы, сюрреализмы, абстракционизмы, реализмы, вплоть до соцреализма, все в якутском эпосе Аланхо. И ребята, они подсознательно, бессознательно, они с детства, они каким-то краем слышали, наверное, эпос там, и потом через маму, через это, там передается это, где-то, наверное, смутно слышится, что эпос такой, да, и потом сознание якутское, оно очень монтажное очень. Все думают, что Аланхо это придумано, кем-то сочинено. Не сочинено. Это человек входит в некоторую такую, как бы сказать, не в транс, это некоторое информационное поле разными способами, и он начинает транслировать информацию, транслировать картинки, которые он видит. Я сам пробовал. Это пробовал, когда приехал американский драматург, а мы перед Америкой всегда же хотим выглядеть такими крутыми тогда, американские. И он говорит: вы Аланхо знаете? Я говорю: я Аланхо не знаю, но Аланхо делает так, говорит. И начинаю говорить, так делал Браман Мандатгар, и начинаю говорить тогда. И вдруг, значит, когда я правильную какую-то тональность, правильную принял такую, как бы ритм такой, да, и вдруг перед моими глазами, перед моей кинолентой виде начинают возникать образы. Я успеваю только эти образы сформулировать языком, который, по крайней мере, у меня богатство якутское не такое сильное, я начинаю это говорить. То есть вот заложено там, глубинно, вот там природа.
Я родился в последний год существования Советского Союза. Прожил в Якутии все мое детство и юность. Отец похоронен на семейном кладбище в родной деревне моей матери Татта. Сейчас я понимаю, что именно семья стала тем проводником, с помощью которого я начал понимать истоки культуры наших предков. А в старину это надевали девушки, которые сюктерки с невесты. Ага. А потом у нас, конечно же, жизнь меняется. Не у всех молодых девчонках такое есть. И когда статус бабушки, статус долбар-патун, вот муж обязан такое добить. Вот так. Так что если в жены возьмете якутскую женщину, имейте это в виду, ребят. Это же разговор про наши корни. И не обязательно сложно отвечать, надо отвечать просто. Изнутри как идет, не переживайте. Отдохните, вы же только что приехали. Да, сядьте. да. Водички дать? Можно. Ой. Ты что, это же богат? Ты что, да? Здесь мы Кем? посадим Марию. Пойдем? А на фотографии? Вот здесь вот. Ага. Собаку, пожалуйста, на улицу. Обо мне вопрос задам, не могу не спросить. Вы же помните тот момент, когда появился маленький армянский ребенок в якутской деревне, который не говорил по-якутски, ничего не понимал, и как-то вел себя обособленно и странно, по-своему. Как вы относились ко мне в детстве? Как я тебя любила. Ну не переживайте. Мы все тебя любили. Бабушка очень любила, моя мама. Вообще, она так плакала, когда мы уехали в Армению. Мы же уехали в Армению. Мы все тебя любили, и Сару любили, переживали. И до сих пор переживаем, как бы там в Москве, как бы там в Питере. Ну, извините, что я плачу. Да ничего, нормально, не переживайте. Все хорошо. Это, наоборот, хорошо, когда мы можем поплакать друг перед другом. Значит, мы искренние люди. Хочешь проведать наш друг? Ты был немножко похож на инопланетянина, потому что у тебя была всегда своя точка зрения. И все, даже вот твоя бабушка Мария, думали, что ты станешь президентом, и она требовала особого к тебе внимания. Допустим, если она кёрчах делает самую большую порцию Володику, потому что он будущий президент, ты так себя вот так выставлял, потому что ты с детства, с маленького возраста был очень умный. Мы тебя любим, ценим, за это уважаем. Ты молодец. А что значит тюрют в имени Марии? Тюрют — это основа, это корень, это начало жизни, вот, и это псевдоним нашей бабушки.
внутри себя говорила на русском или на якутском языке? Я в большей степени в данный момент или... Тогда. Тогда, наверное, по-якутски. А сейчас? В большей степени я в моем в душе сейчас, да, я всегда, большую часть, я всегда в мыслях у меня по-армянски, бывает по-русски и бывает по-якутски. У меня мысленно вот так. Бывает так хочется поговорить по-армянски, бывает так хочется по-якутски говорить. Когда я жила в Армении, я всегда хотела по-якутски разговаривать. Прямо аж тянула. Я даже беременная была. Там первого ребенка я в Армении родила. И 45 в тени. Мне аж хотелось всегда возле реки Алдана сидеть. А там-то реки нету. Там только ручьи маленькие, так 2-3 метра. Воздуха не хватало. И всегда тянуло сюда. Я рада, что я здесь. Arılar kemiger, ayak tutan, kıynar kımız pıtınım say, kadderdim, alıgın, ağaçlar, arılar halacını gündürüyor. Sağa sirin, kinete keskildak bolgun din, algız pıtın anıybıt, arçılıyıbıt. Вот так. Отлично. Что главное в якутской культуре, друзья мои? Это импровизационный код, полон форм. И это единение, потому что земля большая, и только на фоне большой земли ты можешь понять, насколько человек мал, и ему важен другой человек. Так что фото на память.